Ликвидация американских военных в Украине, заявление Москвы, атака по силам США. Удар ВСУ по белорусам, озвучены потери и опубликована информация о тех, кто не вернется в Беларусь. Смена власти в Украине. Как Зеленскому ищут замену и кого украинцы готовы усадить на Банковой на новый президентский срок. Трампу закрыли рот. Хвалебная речь американского президента была прервана криками. Мирный саммит в Египте. Заявления, курьезы и скандалы. Россия начинает массовую депортацию мигрантов. Домой могут отправить до 800 тысяч человек. Треть – это женщины и дети. Решение Госдумы. Надежда на Вашингтон. Поляки уверены, что американцы возьмут в руки оружие и пойдут против России, если Москва нападет на Варшаву. Германия называет дату начала большой войны. Сколько она может продлиться? Шикарная свадьба в Казахстане подорвала сеть. Скандал из-за кортежа Гелендвагенов. Полиция на празднике. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Россия выдворяет сотни тысяч мигрантов. Треть из них – женщины и дети. Принудительную депортацию анонсировал спикер Госдумы РФ Володин. Он уверяет, что у этих мигрантов закончился вид на жительство, и теперь в отношении них действует новый миграционный режим – режим высылки. Володин пояснил, что подразумевает этот режим высылки. Таким мигрантам в том числе запрещено получать водительское удостоверение и управлять транспортными средствами, приобретать или продавать автомобили и недвижимое имущество, заключать брак, открывать счета, переводить деньги, распоряжаться сбережениями в банках. Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. А Украину в то же время продолжает покидать молодежь. Больше всего молодых людей выезжает со Львова, это Западная Украина. От города до польской границы менее 100 километров. Из львовского общепита уже уволилась треть молодых работников, рассказала в комментарии украинским медиа соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова. По словам эксперта, работать некому – это серьезная проблема для бизнеса. В населенных пунктах, которые гораздо ближе к фронту, ситуация иная. В Харькове, Днепре, Полтаве такого оттока нет. Ситуацию во Львове я могу объяснить тем, что у молодых людей уже есть родственники за границей, например, мама или сестра, поэтому им легче бросить все и уехать. Например, в Киеве из 10 моих знакомых поваров за границу уехал только один, остальные работают. А за украинской границей НАТО тренирует ядерный удар. В небо поднята авиация. Накануне в Северном море стартовали масштабные военные учения Альянса «Стойкий полдень». В маневрах задействованы 2000 военнослужащих из 14 стран, а также десятки истребителей F-16 и F-35, самолеты-заправщики и средства разведки. По словам генсека НАТО Рютте, реальное ядерное оружие использоваться не будет. По данным Deutsche Welle, детали учений являются строго секретными. Военные эксперты считают, что во время учения отработают безопасную переброску ядерного оружия из подземных хранилищ в самолеты и установку боеголовок под истребителями. Важно отметить, что эти учения проводятся ежегодно. Это ежегодная тренировка, и она является плановой. Мы проводим их, потому что это помогает нам быть уверенными, что наше ядерное сдерживание остается максимально надежным, безопасным, защищенным и эффективным. Это также посылает четкий сигнал любому потенциальному противнику, что мы можем и будем защищать всех союзников от любых угроз. Надежда на Вашингтон. Большинство поляков уверены, если Россия нападет на Польшу, то оружие в руки возьмут американские солдаты и защитят их. Более 60% поляков верят, что американская армия придет на помощь. Однако в таком сценарии сомневается четверть респондентов, которые приняли участие в вопросе по заказу издания «Dziennik Gazeta Prawna». Больше всего доверяют союзникам молодежь и сторонники правок. Свыше 70% уверенных ответов. Скептичнее всего люди среднего возраста, активные в политике и избиратели левых. При этом немцы уже заявляют, находятся под огнем России из-за гибридных атак. Такое заявление сделал новый глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер. Заявляет, что война между НАТО и Россией может вспыхнуть ранее 2029 года. А именно 2029 год ранее звучал в отчетах немецкой разведки. Егер считает, что Путин хочет испытать границы Европы, и все в любой момент может превратиться в горячее противостояние. Наш противник не знает отдыха и передышки, а мы не можем позволить себе расслабляться и полагать,
что возможное российское нападение произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня находимся под огнем. При этом сдержанность и мягкость воспринимаются нашими противниками, такими как Россия, как слабость. Мы должны сделать из этого правильные выводы. Мы обязаны противостоять противникам там, где это необходимо. Для этого нам придется идти на более высокие риски, но осознанно и последовательно. Напомню, 2 октября Путин обращался к Западу со словами «Уймитесь и спите спокойно». Тогда он заявил, что Москва не собирается нападать на Альянс. Вот я вам честно говорю, я смотрю иногда, как и что говорят там, думаю, они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Ну, в это поверить невозможно. А своих людей убеждают. Значит, это что за люди? Они либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно. При этом о войне России и НАТО накануне заявил и генсек Альянса Рютте. Он заявил, что открытая война между РФ и Альянсом возможна в случае, если Россия будет, далее цитата, «настолько глупа, чтобы напасть». К тому же Рютте заявил, что если такая война произойдет, то она кардинально будет отличаться от российско-украинской войны. Дорогие зрители, а как вы считаете, как долго могла бы продлиться такая война и будут ли в ней победители? Напишите об этом в комментариях и да, помогите, пожалуйста, разбудить алгоритмы YouTube вновь. Накануне он снова спал, плохо работал и практически не продвигал видеоролики. Поставьте, пожалуйста, лайк, вам не сложно, а для меня и моей ежедневной работы очень важно. Кроме того, подписывайтесь, те, кто этого еще не сделал. 74% из вас здесь ежедневно, но без подписки, я знаю. И я продолжаю. Трампу закрыли рот. Хвалебная речь американского президента, посвященная Стиву Уиткофу, была прервана в израильском парламенте. Что Трамп должен замолчать, решил левый депутат Кнессета. Все произошло перед тем, как республиканец должен был отправиться в Египет на международный саммит мира. Вот как это было. Давайте посмотрим. Я знаю некоторых переговорщиков, они очень хорошие. Без них мира на Ближнем Востоке не было бы. Сейчас бы шла Третья мировая война. Все любят Стива, его уважают, с ним могут найти общий язык. Я знаю его много лет и видел это снова и снова. И Трамп все-таки долетел до Шарм-эль-Шейха, но без Нетаньяху, который остался в Израиле из-за праздника. Хотя некоторые СМИ утверждали, что из-за того, что на саммит в Египет полетел Эрдоган. В то же время турецкие СМИ и СМИ Ирака сообщали, что Эрдоган и премьер-министр Ирака собирались отказаться от участия в мирном саммите в Египте, если бы на мероприятие прибыл Нетаньяху. Но когда стало известно, что Нетаньяху остался дома, самолет Эрдогана все-таки отправился в Египет. Уже там лидеры государств-посредников Египет, Катар, Турция и США подписали декларацию, которая официально закрепляет соглашение между Израилем и Хамас о прекращении огня в секторе Газа. И я годами слышал, что это самая крупная сделка, которая когда-либо произойдет. Еще задолго до того, как я баллотировался в президенты, говорили, что Ближний Восток — это самая крупная, самая сложная сделка. И еще это место, которое может привести к огромным проблемам, таким как Третья мировая война. Всегда говорят, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет. Мы вообще не хотим, чтобы она началась где бы то ни было, но этого не произойдет. Трамп накануне очень часто вспоминал российско-украинскую войну, выражая надежду, что она скоро точно так же будет завершена. При этом немецкий канцлер Мерц считает, что США должны использовать свое влияние и оказать давление на Путина. Мы также связываем с этим надежду, что президент США использует влияние, которое он оказал на участников в этом регионе, теперь вместе с нами и в отношении российского правительства. Мы не должны забывать, что в нескольких часах полета отсюда идет война России против Украины, которая длится уже 3,5 года. И если многие поздравляли Трампа с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, то зампред Совбеза РФ Медведев появился с новым заявлением в адрес американского президента и сделал заявление о войне. Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошая вещь, но оно ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война продолжится. Все это понимают.
Медведев 13 октября сделал и еще одно громкое заявление. Трампа он назвал дяденькой в звездно-полосатой форме и дал понять, что поставка томагавков Украине плохо кончится для всех, в том числе и для Трампа, намекнув, что американские военные будут ликвидированы, ведь прибудут на территорию Украины. Это послание пришлось комментировать Кремлю. Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Вот, собственно, об этом и говорится в упомянутом вами сообщении. Открыто о том, что Россия готова нанести удар по любым иностранным военным и уничтожить их, заявил и вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Заявление прозвучало несколько дней назад в интервью французской прессе. Я предпочитаю быть более-менее ясным. Конечно, мы убьем солдат французских или натовских, которые придут в Украину, потому что все военные действия и все недоразумения начинаются с мировых игр. И для нас присутствие иностранных наемников на украинской земле означает, что НАТО ведет войну против нас. Поэтому, разумеется, мы их убьем, но не ножами, ракетами, артиллерией, всеми средствами, которые сегодня используются для уничтожения украинской обороны на фронте. Переговоры вживую. Трамп ждет Зеленского в гости уже на этой неделе. Встреча состоится в Белом доме 17 октября. Эта информация сначала появилась в СМИ, а после ее подтвердил сам Зеленский. И этот контакт должен стать третьим за неделю. Все происходит на фоне активных разговоров о передаче Киеву ракет «Томагавк». Я надеюсь, что у меня будет возможность приехать в Вашингтон и встретиться с господином президентом в пятницу. И, конечно, у меня есть еще некоторые встречи, которые для меня также важны, с некоторыми военными компаниями, подробностями о которых я не могу делиться. А также определенные встречи с сенаторами и конгрессменами. Главные темы — это противовоздушная оборона и наши возможности в дальнобойности, чтобы оказывать давление на Россию. Встреча Трампа и Зеленского может стать третьей, прошедшей за этот год в Вашингтоне. Украинская делегация во главе с премьер-министром Свириденко уже прилетела в США. На фоне участившихся бесед Трампа и Зеленского в Госдуме РФ посоветовали президенту США чаще звонить Путину и прислушиваться к его мнению. К сожалению, Трамп в последнее время слушает европейских лидеров, в кавычках, и Зеленского, не господина. Поэтому и проблемы-то возникают в понимании сути происходящего, первоистоков происходящего, и что же нужно делать. Поэтому совет господину Трампу почаще звонить Владимиру Владимировичу Путину, и тогда он будет знать, что ему нужно делать, когда и как. Смена власти в Украине вновь одна из главных тем для обсуждения. Зеленскому ищут замену в соцопросах. Итак, Зеленского и Порошенко после завершения войны не видят в президентском кресле 45% украинцев. Эти люди в принципе не хотели бы видеть этих людей в политике. Об этом говорят свежие данные опроса Киевского международного института социологии. Еще 46% имеют поляризационный подход, когда видят в политике кого-то одного, но не хотели бы, чтобы в политике оставался второй. Интересно, но больше тех, кто хотел бы, чтобы оставался Зеленский, но не Порошенко. Так считают 32% опрошенных. Наоборот, хотели бы 14%. Всего 9% заявили, что не против, чтобы и Порошенко, и Зеленский остались в политике. И еще один опрос был проведен в Украине по заказу американской компании, которая решила провести анализ текущих процессов в украинском обществе. В нем приняли участие 1200 украинцев с 1 октября по 3 октября методом телефонного интервью. Согласно одному из вопросов, если бы в Украине состоялись выборы президента, то за Залужного и Буданова во втором туре готовы проголосовать больше украинцев, чем за Зеленского. Если бы во второй тур президентских выборов вышел действующий глава государства Владимир Зеленский и посол в Британии Валерий Залужный, то за экс-главкома проголосовали бы 42,6% украинцев. За Зеленского готовы отдать голос 26,3% людей. Говорится в вопросе первой рейтинговой системы по заказу American Political Services. Кроме этого, если бы во второй тур вышел Зеленский и начальник ГУР Кирилл Буданов, то за действующего президента готовы проголосовать 32,5%, а за разведчика — 33%. Ну и если бы во второй тур вышел Залужный и Буданов, то за дипломата готовы отдать голос 44,5% украинцев, а за начальника ГУР 22%. Отмечу, что около 14% украинцев не принимали бы участие в таком голосовании. И напомню, что ни один из заявленных в вопросе кандидатов пока не заявлял о своем желании участвовать в выборах президента после завершения войны. Друзья, а вы верите, что в президенты пойдут те, кого так часто упоминают в соцопросах? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.
Удар ВСУ по белорусам. Как минимум 314 граждан Беларуси, которые заключили контракты с Минобороны РФ, погибли на войне в Украине. Информацию о тех, кто не вернется в Беларусь с фронта, опубликовал украинский проект «Хочу жить», который помогает военным из России и Беларуси безопасно сдаться в плен ВСУ. В Украине уточняют, что старшему из погибших на фронте белорусов было 63 года. В Беларуси эти данные не комментировали. Регулярная армия участия в войне не принимает. В среднем, от момента подписания контракта до признания погибшим проходит около 6,5 месяцев. Больше всего погибших служили в частях 150-й мотострелковой дивизии. Многие из погибших были завербованы в российских тюрьмах. Однако среди белорусов, воюющих против Украины, есть и куда более примечательные фигуры, прежде всего военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения из города Марьина Горка. И шикарный свадебный дрифт на Гелендвагенах закончился на штрафстоянке. В Казахстане свадьба пошла не по плану после того, как водители кортежа с женихом, невестой и гостями устроили опасное шоу на международной трассе Алматы-Шымкент. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как несколько машин, нанятых для свадьбы, катались зигзагами и создавали аварийные ситуации на дороге. По данным полиции, нарушители, а именно водители свадебного кортежа, наказаны. Правоохранители провели с ними профилактические беседы, а Гелендвагены отправили на штрафстоянку. Друзья, хорошей вам недели. Спасибо вам большое за поддержку лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.